Что если все, что мы знали о строении Солнечной системы, неверно? Зонд Юнона передал данные, которые буквально сломали существующие модели. Ядро Юпитера оказалось в 10 раз больше, чем предсказывала теория, а магнитное поле планеты бьет из точек, которых там быть не должно. Ученые 60 лет строили теорию о том, как формируются планеты, и Юпитер только что разнес ее в клочья. Именно тогда начались проблемы. Не технические, а концептуальные. Первые же замеры магнитного поля показали картину, которую физики не могли объяснить ни одной из существующих моделей. 5 июля 2016 зонд Юнона вышел на орбиту Юпитера после пятилетнего перелета. Стандартная теория говорила следующее. Магнитное поле газового гиганта генерируется в глубоком слое жидкого металлического водорода, равномерно распределенном вокруг ядра. Юнона зафиксировала нечто принципиально иное. В северном полушарии поле оказалось в 4 раза сильнее, чем в южном. Поле должно быть относительно симметричным, похожим на земное, только мощнее. В одной точке над Северным полюсом прибор зарегистрировал локальный всплеск напряженности такой мощности, что аналогов ему нет ни на одной известной планете. Этот аномальный участок назвали Большим синим пятном. По аналогии с Большим красным пятном, знаменитым штормом Юпитера, только речь шла уже не об атмосфере, а о магнитных недрах планеты. Вывод был однозначным. Поле генерируется не в одном глубоком слое, а в двух разных зонах на разных глубинах. Физики из Калифорнийского технологического института потратили 2 года на обработку данных Юноны и в 2018-м опубликовали карту магнитного поля Юпитера с беспрецедентным разрешением. Это означало, что внутренняя структура планеты устроена совершенно не так, как считалось. Параллельно Юнона измеряла гравитационное поле планеты, делая сверхточные замеры своей собственной скорости с точностью до доли миллиметра в секунду. Гравитационные данные позволяют зондировать недра планеты так же, как сейсмографы зондируют земную кору. И здесь обнаружилось главное потрясение. Его диаметр составляет от 30 до 50% от диаметра всей планеты. Ядро Юпитера оказалось не компактным и твердым, как предполагала модель, а размытым, нечетким, как его теперь называют планетологи. Это от 44 до 70 тысяч километров. То есть ядро Юпитера по размеру сопоставимо с несколькими Землями, поставленными в ряд. Такое размытое ядро не могло образоваться в рамках классической модели аккреции, согласно которой Юпитер сформировался постепенно. Сначала твердое каменное ядро нарастило вокруг себя лед, потом притянуло газ. Эта модель работала 50 лет. Теперь группа исследователей из Стокгольмского университета предложила альтернативу. Юпитер в первые миллионы лет своего существования столкнулся с протопланетой размером примерно в 10 масс Земли. Удар был настолько мощным, что каменное ядро буквально разбросало по всей внутренней части планеты. Именно поэтому оно сейчас размытое, потому что это не ядро, это руины ядра, медленно оседающие обратно к центру уже 4,5 миллиарда лет. Но самое неудобное следствие этого открытия касается не самого Юпитера, а всей Солнечной системы. Если Юпитер пережил катастрофическое столкновение в ранний период, это меняет хронологию формирования планет. Значит, в первые десятки миллионов лет внутренняя часть системы была куда более хаотичной, чем считалось. Это объясняет одну давнюю загадку. Почему у Солнца нет планет между орбитами Марса и Юпитера, тогда как у большинства других звезд именно в этой зоне располагаются самые крупные планеты? Ответ может быть простым. Они были, но Юпитер их уничтожил. Либо своей гравитацией выбросил за пределы системы, либо столкнулся с ними, пока сам еще мигрировал по орбите. Юнона не планировалась как революционный аппарат. Когда в 2011-м ее запустили с мыса Канаверал, задача звучала скромно – измерить состав атмосферы, уточнить гравитационное поле, изучить магнитосферу. Инженеры рассчитывали подтвердить уже известные модели с большей точностью. Вместо этого зонд последовательно опроверг каждую из них. Конструкция Юноны была принципиально отличной от предыдущих зондов. Это давало окно примерно в 2 часа, во время которых все приборы работали на максимальной мощности. Аппарат летел по сильно вытянутой эллиптической орбите, каждые 53 дня ныряя в самые глубокие слои магнитосферы на расстоянии около 4000 километров от верхней границы облаков. За один такой пролет Юнона собирала больше данных о недрах Юпитера, чем все предыдущие миссии вместе взятые. Гравитационный эксперимент работал следующим образом. Наземные станции в Мадриде, Голдстоуне и Канберре непрерывно отслеживали радиосигнал зонда. Любое изменение скорости Юноны, даже на долю миллиметра в секунду, отражалось в доплеровском сдвиге частоты сигнала. По этим микроскопическим изменениям ученые восстанавливали трехмерную карту гравитационного поля Юпитера. А гравитационное поле — это прямой слепок распределения масс внутри планет. Именно этот метод и выявил размытое ядро. Но атмосферные данные оказались не менее взрывоопасными. Микроволновый радиометр Юноны впервые позволил заглянуть под видимые облака на глубину до 500 километров. То, что там обнаружилось, противоречило базовому
по этому представлению о газовых гигантах. Считалось, что атмосферные пояса и зоны, те самые чередующиеся темные и светлые полосы, которые видны в любой любительский телескоп, это поверхностное явление, тонкий декоративный слой над однородной газовой массой. Данные радиометра показали, что полосы уходят вглубь минимум на 3000 километров. Это не поверхностная погода, это глубинная структура всей планеты. Скорость ветра внутри этих глубоких полос достигает 360 километров в час и не ослабевает с глубиной. На Земле ветры тормозятся трением о поверхность уже в нескольких километрах от нее. На Юпитере тормозить не обо что. И ветер гонит одинаково яростно на глубине в 1000 километров, так же, как и у верхней границы атмосферы. Это означает, что вся внешняя оболочка планеты толщиной в 3000 километров вращается как единый жесткий цилиндр, явление, которое физики называют дифференциальным вращением. Но в таких масштабах никто его не ожидал увидеть. Отдельно Юнона зафиксировала молнии в полярных регионах Юпитера. До этой миссии считалось, что молнии на Юпитере, как и на Земле, концентрируются вблизи экватора. Там, где солнечный нагрев создает конвективные потоки. Зонд обнаружил, что на Юпитере все наоборот. Молнии бьют преимущественно у полюсов, а экватор относительно спокоен. Причина в том, что Юпитер греется изнутри остаточным теплом гравитационного сжатия, а не снаружи от Солнца. Внутреннее тепло поднимается к полюсам, где атмосфера холоднее и контраст температур максимален. Это полностью переворачивает модели атмосферной динамики, которые планетологи применяли не только к Юпитеру, но и к другим газовым гигантам — Сатурну, Урану, Нептуну. Каждый новый пролет добавлял детали, которые не вписывались в старую картину. К 2023-му Юнона совершила 57 витков и была переведена в расширенную миссию. Теперь зонд изучает спутники Юпитера. Но данные первых витков до сих пор публикуются в научных журналах, потому что их объем настолько велик, что команда миссии обрабатывает их уже 8 лет, и конца этой работе не видно. Открытия Юноны ударили не только по Юпитеру. Они поставили под сомнение стандартную модель формирования планет, ту самую, которую преподают в университетах по всему миру уже несколько десятилетий. Модель называется небулярная гипотеза и описывает следующее. 4,5 миллиарда лет назад газопылевое облако сжалось под действием собственной гравитации. В центре образовалось Солнце. Остатки материала сформировали плоский вращающийся диск. Из этого диска постепенно слипались все более крупные тела. Сначала пылинки, потом камни, потом планеты-земали, потом протопланеты. Ближе к Солнцу, где температура была высокой, выжили только каменные тела. Будущие Меркурий, Венера, Земля и Марс. Дальше от Солнца, за так называемой снеговой линией, где вода замерзала, тела набирали лед и становились крупнее, притягивая водород и гелий. Так образовались газовые гиганты. Эта модель элегантна и логична, и она неверна. По крайней мере, в своей простой версии. Первая проблема — Уран и Нептун. Согласно модели, они должны быть самыми маленькими газовыми гигантами, потому что на их орбитах материала в протопланетном диске было меньше всего. Но чтобы набрать достаточно массы и притянуть газ, у них не хватало времени. Диск рассеивается за несколько миллионов лет, а на таком расстоянии от Солнца вещество движется слишком медленно, чтобы успеть слипнуться в крупное тело. Планетологи называют это проблемой Урана и Нептуна уже 30 лет, и она до сих пор не решена. Вторая проблема вскрылась после открытия тысяч экзопланет телескопом Кеплер в 2009. 2018 — самый распространенный тип планет в галактике, так называемые суперземли и мини-Нептуны с радиусом от 1 до 4 радиусов Земли. Их в галактике большинство. В Солнечной системе таких планет нет вообще. Это статистически аномально. Либо наша система уникальна, либо что-то уничтожило планеты этого класса на ранних этапах ее формирования. Здесь снова появляется Юпитер. Компьютерные симуляции, проведенные в Юго-Западном исследовательском институте в Болдере, показали следующую картину. Первые 5 миллионов лет существования системы Юпитер мигрировал. Сначала двигался к Солнцу, потом был отброшен назад гравитацией Сатурна. Этот маневр, который исследователи назвали большим путешествием, прошелся по внутренней части системы как бульдозер. Все протопланеты, которые к тому времени успели сформироваться между орбитами нынешних Марса и Земли, были либо выброшены из системы, либо столкнуты к Солнцу и поглощены им. Именно поэтому Марс такой маленький. Он сформировался уже после того, как Юпитер выгреб основную часть строительного материала из этой зоны. И именно поэтому между Марсом и Юпитером находится пояс астероидов, а не полноценная планета. Там просто не осталось достаточно вещества, чтобы ее собрать. Данные Юноны о размытом ядре Юпитера добавили к этой картине новую деталь. Если Юпитер действительно пережил столкновение с крупной протопланетой, то это столкновение могло произойти именно в период миграции, когда гигант двигался сквозь густонаселенную внутреннюю часть диска. Протопланета, с которой он столкнулся, была одной из тех самых суперземель, которые сейчас так распространены у других звезд. Юпитер ее поглотил.
буквально съел конкурента, разнеся его ядро по своим недрам. Сатурн в этой схеме тоже ведет себя не по модели. Его кольца, согласно последним данным зонда Кассини, образовались относительно недавно, не более 100 миллионов лет назад, когда динозавры еще ходили по Земле. До этого Сатурн существовал без колец миллиарды лет. Кольца возникли после того, как гравитация планеты разорвала залетевший крупный объект, вероятно, ледяную луну или комету. Это означает, что Солнечная система активно менялась совсем недавно по астрономическим меркам и продолжает меняться сейчас. В 2021 журнал Nature опубликовал статью группы планетологов из Калифорнийского университета в Санта-Крузе. Итак, если Юпитер может так удивлять ученых, то представьте, какие открытия могут вас ждать на playprofh.com. Там собраны все самые популярные нейросети по одной подписке, и только сегодня при регистрации по ссылке в описании вы получите бонус 500 токенов. Не упустите шанс погрузиться в мир технологий. Авторы проанализировали гравитационные данные Юноны за первые 32 витка и сделали вывод, который редакция журнала сопроводила беспрецедентным редакционным комментарием. Эти результаты требуют пересмотра фундаментальных представлений о формировании газовых гигантов. Для научного издания такого уровня подобная формулировка равнозначна публичному признанию кризиса в дисциплине. Конкретная цифра, которая вызвала такую реакцию: отношение тяжелых элементов к водороду и гелию в недрах Юпитера оказалось в 3-5 раз выше, чем предсказывала стандартная модель. Тяжелые элементы, но это все, что тяжелее гелия: углерод, кислород, кремний, железо. По классической модели аккреции Юпитер должен был набрать их в количестве от 10 до 40 масс Земли. Юнона указала на цифру от 60 до 80 масс Земли. Это принципиально иной состав, который невозможно объяснить постепенным накоплением вещества из протопланетного диска. Единственный механизм, который дает такое обогащение тяжелыми элементами — поглощение уже сформировавшихся твердых тел. То есть Юпитер не просто рос, он активно поедал планеты Земли и, возможно, целые протопланеты на протяжении миллионов лет. Параллельно группа из Института Вейцмана в Израиле опубликовала компьютерную симуляцию, которая впервые воспроизвела размытое ядро Юпитера. Для этого потребовалось ввести в модель одно условие — столкновение с объектом массой от 1 до 10 масс Земли в первые 5 миллионов лет после образования планет. Удар должен был произойти под углом, близким к касательному, не лобовое столкновение, а скользящий удар, который разбросал материал ядра по всей внутренней части планет. Симуляция показала, что после такого удара ядро не восстанавливает компактную форму. Оно медленно перемешивается с окружающим водородом и гелием, создавая именно ту размытую структуру, которую зафиксировала Юнон. Но самые неудобные данные касались воды. Микроволновый радиометр Юноны измерял концентрацию воды в атмосфере на разных широтах. Результат оказался неоднородным настолько, что поставил под сомнение базовое предположение о хорошо перемешанной атмосфере газового гиганта. У экватора воды оказалось примерно в 3 раза больше, чем у полюсов. Это означает, что атмосфера Юпитера не перемешивается глобально. В ней существуют устойчивые крупномасштабные структуры, которые сохраняются миллиарды лет. Такая атмосфера ведет себя скорее как слоеный пирог, а не как однородный газ. Концентрация воды важна по другой причине. Вода — главный индикатор того, сколько кислорода содержится в атмосфере. Кислород — ключевой элемент для понимания того, из какой части протопланетного диска формировался Юпитер. Если воды много, значит планета формировалась за снеговой линией, где кислород замерзал в лед. Если мало, ближе к Солнцу. Неоднородное распределение воды означает, что однозначного ответа нет. Разные части атмосферы несут материал из разных зон диска. Это еще одно свидетельство того, что Юпитер активно мигрировал и поглощал вещество из разных областей системы. Скотт Болтон, главный исследователь миссии Юнона из Юго-Западного исследовательского института, в интервью агентству France Press в 2022 сформулировал ситуацию следующим образом. Каждый раз, когда зонд завершает очередной пролет, команда получает ответ на один вопрос и 3 новых вопроса взамен. За 8 лет миссии количество открытых вопросов не уменьшилось. Оно выросло. Когда одна модель рушится, ее место должна занять другая. В планетологии этот процесс идет прямо сейчас, и он болезненный, потому что новые данные не укладываются ни в одну из предложенных альтернатив целиком. Первой попыткой спасти ситуацию стала модель дискового рассеяния, разработанная группой из Ницкой обсерватории еще в 2005. Согласно ей, газовые гиганты после формирования не оставались на месте, а активно мигрировали. Менялись орбитами, разгоняли друг друга гравитацией, выбрасывали малые тела во все стороны. Модель объясняла многое. И пояс Койпера, и пояс астероидов, и позднюю тяжелую бомбардировку Луны около 3,9 миллионов лет назад, когда спутник Земли за короткий период получил огромное количество ударов. Эту модель назвали Ницкой по месту ее создания. Данные Юноны частично подтвердили Ницкую модель, но одновременно потребовали ее существенной переработки. Размытое ядро Юпитера указывает на столкновение, которое произошло раньше, чем предсказывала модель.
не через сотни миллионов лет после формирования системы, а в самом начале, пока протопланетный диск еще существовал. Это сдвигает всю хронологию событий и требует пересчета орбитальных взаимодействий всех 4 газовых гигантов заново. Группа планетологов из Цюрихского технологического института в 2023 запустила серию из 5000 компьютерных симуляций ранней Солнечной системы с учетом нового размера и состава ядра Юпитера. Из 5000 симуляций только в 127 итоговое расположение планет хотя бы приблизительно соответствовало реальной Солнечной системе. Это 2,5%. В остальных 97,5% случаев система заканчивала либо выбросом одного из газовых гигантов, либо столкновением планет, либо полным хаосом. Вывод из этих симуляций однозначен. Наша Солнечная система статистически маловероятный результат. Она могла сложиться именно так, только при очень узком наборе начальных условий. Это открытие имеет прямое отношение к вопросу о жизни во Вселенной. Юпитер долгое время считался щитом Земли. Его гравитация с отклонением отклоняет кометы и астероиды, которые иначе бомбардировали бы внутренние планеты значительно чаще. Но симуляции из Цюриха показали более сложную картину. Юпитер одновременно является и щитом, и катапультой. Он не только отклоняет опасные объекты, но и активно направляет часть из них прямо к Земле. Баланс между этими двумя функциями зависит от точного положения орбиты Юпитера, которое само по себе менялось на протяжении истории системы. Отдельную проблему создали данные о составе атмосферы Юпитера применительно к другим звездным системам. Телескоп Джеймс Уэбба, запущенный в 2021, начал анализировать атмосферы экзопланет. Планет у других звезд. Среди первых целей оказались так называемые горячие Юпитеры. Газовые гиганты, вращающиеся вплотную к своим звездам. Их атмосферный состав оказался неожиданно похожим на состав нашего Юпитера по соотношению тяжелых элементов. Но горячие Юпитеры явно мигрировали от внешних областей своих систем к центру. Иначе они не могли бы оказаться так близко к звезде. Это означает, что обогащение тяжелыми элементами, которое зафиксировала Юнона у нашего Юпитера, не уникальная особенность, а универсальный процесс. Все газовые гиганты поедают планеты Земали и протопланеты в процессе своего роста и миграции. Наша система не исключение, она типична. Исключением является то, что Юпитер в итоге остановился там, где остановился, а не продолжил движение к Солнцу, уничтожив по дороге Землю. Остановка Юпитера на его нынешней орбите — это не рядовое событие в истории системы. Это условие, без которого Земли в ее нынешнем виде не существовало бы. Симуляции большого путешествия, уточненные с учетом данных Юноны, показывают следующую картину. Примерно через 3 миллиона лет после начала формирования системы Юпитер достиг точки примерно в 1,5 астрономических единицах от Солнца, то есть оказался там, где сейчас находится Марс. В этот момент Сатурн, который формировался медленнее, наконец набрал достаточно массы и оказался в орбитальном резонансе с Юпитером. 2 к 3. Это означало, что Сатурн совершал 2 оборота вокруг Солнца ровно за то время, пока Юпитер совершал 3. Гравитационное взаимодействие в таком резонансе действует как синхронизированный толчок, и оно буквально вытащило Юпитер обратно во внешнюю часть системы. Если бы Сатурн опоздал с формированием на несколько сотен тысяч лет, ничтожный срок по астрономическим меркам, Юпитер продолжил бы движение к Солнцу. По всем расчетам, он прошел бы сквозь зону, где сейчас находится Земля, и либо поглотил бы формирующуюся Землю, либо выбросил ее на вытянутую орбиту, несовместимую с существованием жидкой воды. Земля, как обитаемая планета, обязана своим существованием точному расположению и точной массе Сатурна. Данные Юноны уточнили массу и распределение вещества внутри Юпитера настолько, что позволили пересчитать его гравитационное воздействие на всю систему с новой точностью. Результат этого пересчета опубликовала группа из Парижского института небесной механики в 2022. Выяснилось, что орбита Земли испытывает медленные колебания с периодом около 400 тысяч лет. И эти колебания напрямую синхронизированы с орбитальными параметрами Юпитера. Земная орбита становится то более круговой, то более вытянутой, именно потому, что Юпитер периодически усиливает и ослабляет свое гравитационное влияние. Эти колебания — не одна из причин ледниковых периодов на Земле. Юпитер буквально управляет земным климатом на временных масштабах в сотни тысяч лет. Большое красное пятно — шторм размером с 2 Земли, который бушует как минимум 350 лет. Тоже преподнесло сюрприз. Юнона измерила глубину шторма. Он уходит вниз примерно на 500 километров. Это не поверхностное атмосферное явление. Это вертикальная структура, которая пронизывает значительную часть видимой атмосферы. При этом шторм медленно уменьшается. В 19 веке его диаметр составлял около 40 тысяч километров. Сейчас около 14 тысяч. По текущим темпам сокращения он должен исчезнуть в течение ближайших 20-40 лет. Астрономы наблюдали его столетиями. И нынешнее поколение телескопов и зондов может оказаться последним, которое застанет его существование.
существования. Полярные циклоны Юпитера — отдельная история. Юнона обнаружила у Северного полюса 8 устойчивых циклонов, выстроенных правильным восьмиугольником вокруг центрального 9-го циклона. У Южного полюса 6 циклонов в правильном шестиугольнике, плюс центральный 7-й. Каждый из этих циклонов по размеру сопоставим с Соединенными Штатами. Они существуют уже много лет и не разрушаются, не сливаются друг с другом. Физики до сих пор не могут объяснить, почему они сохраняют правильную геометрическую форму. Все известные модели атмосферной динамики предсказывают, что такие структуры должны были давно слиться в один полярный вихрь, как это происходит на Сатурне. На Юпитере этого не происходит. Механизм стабилизации этих геометрически правильных структур остается неизвестным. Каждый из этих феноменов по отдельности был бы интересной научной задачей. Все вместе они рисуют портрет планеты, которую мы наблюдаем уже 400 лет, со времен Галилея, но принципиально не понимали до сих пор. Уточненные данные о массе и внутренней структуре Юпитера позволили пересчитать его долгосрочное гравитационное воздействие на внутренние планеты с точностью, недоступной ранее. Результаты этих расчетов опубликовала в 2023 группа из Массачусетского технологического института. Выводы оказались настолько неожиданными, что статья прошла 4 раунда рецензирования, вдвое больше стандартного, прежде чем журнал Astronomical Journal согласился ее опубликовать. Орбита Меркурия нестабильна. Это было известно и раньше. Еще расчеты 90-х годов показывали, что в течение следующих 5 миллиардов лет Меркурий может быть выброшен из системы или столкнуться с Венерой. Но новые расчеты с уточненными параметрами Юпитера дали другую вероятность и другие сроки. Вероятность дестабилизации орбиты Меркурия в течение ближайшего миллиарда лет составляет около 1%. Звучит незначительно, но последствия этого 1% катастрофичны для всей внутренней части системы. Если орбита Меркурия начнет вытягиваться, цепная реакция гравитационных возмущений затронет Венеру. Венера, в свою очередь, начнет возмущать орбиту Земли. Компьютерные симуляции показывают несколько сценариев. В части из них Земля просто переходит на более вытянутую орбиту, что делает климат значительно более экстремальным. В части симуляции Венера и Земля сближаются настолько, что возможно столкновение. В нескольких симуляциях Земля выбрасывается на орбиту, пересекающую орбиту Марса. Ни один из этих сценариев не совместим с существованием сложной жизни. Это не прогноз катастрофы. Вероятность в 1% за миллиард лет означает, что с куда большей вероятностью ничего не произойдет. Но сам факт того, что подобный сценарий в принципе возможен и что его вероятность напрямую зависит от точной массы и орбиты Юпитера, это принципиально новое знание, которое стало доступным только благодаря данным Юнона. Второй шокирующий вывод касается астероидного пояса. Новые гравитационные карты Юпитера показали, что его резонансное воздействие на пояс астероидов сложнее, чем считалось. Существуют так называемые люки Кирквуда, зоны в поясе астероидов, где объектов нет, потому что орбитальный резонанс с Юпитером давно вычистил их оттуда. Но уточненные данные выявили несколько новых узких резонансных зон, которые в текущий момент находятся в процессе очистки. Это означает, что в ближайшие десятки миллионов лет из пояса астероидов будет выбито значительно больше объектов, чем предсказывали старые модели. Часть из них получит орбиты, пересекающие орбиту Земли. Астероид, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад, имел диаметр около 10 километров. В поясе астероидов объектов такого размера несколько тысяч. Юпитер регулярно выбивает их оттуда. Он же регулярно перехватывает часть из них своей гравитацией. Шрамы от этих перехватов видны на поверхности его спутника Каллисто в виде многочисленных кратеров. Но статистика перехватов и промахов изменилась с уточнением гравитационной карты планет. Новые числа означают, что Юпитер чуть менее эффективен как щит, чем считалось, и чуть более активен как источник возмущений в поясе астероидов. Чистый эффект этого уточнения, частота ударов крупных астероидов по Земле за последний миллиард лет должна быть пересмотрена в сторону увеличения примерно на 20%. Это меняет статистику массовых вымираний. 5 крупнейших массовых вымираний в истории Земли могут иметь астероидную составляющую, которую раньше не учитывали. Связь между орбитальной динамикой Юпитера и историей жизни на Земле оказывается теснее, чем предполагала любая предыдущая модель. В начале этой истории прозвучал вопрос, врет ли нам Юпитер. Теперь можно ответить точнее. Юпитер не врал, мы просто не умели его читать. 60 лет планетологи смотрели на эту планету через телескопы и делали выводы о том, чего не видели. Юнона впервые дала инструменты, чтобы заглянуть внутрь. И оказалось, что снаружи и внутри это совершенно разные объекты. Итог 8 лет миссии выглядит так. Ядро Юпитера размыто и в 10 раз больше предсказанного. Магнитное поле асимметрично и генерируется в двух разных слоях одновременно. Атмосферные полосы уходят на 3000 километров вглубь,
глубь и несут воду в неравномерном распределении. Полярные циклоны образуют устойчивые геометрически правильные структуры без объяснимого механизма стабилизации. Состав планеты по тяжелым элементам в 3-5 раз превышает теоретический максимум для постепенной аккреции. Каждый из этих фактов по отдельности потребовал бы пересмотра отдельной теории. Все вместе они требуют пересмотра всей концепции формирования планетных систем. Небулярная гипотеза не умерла, она перестала быть достаточной. Планетологи сейчас работают над расширенными моделями, которые включают активную миграцию планет, поглощение протопланет и столкновения на ранних этапах как нормальные, а не исключительные события. Эти модели пока не дают единого согласованного описания того, как именно образовалась наша система. Но они уже точно описывают то, чего старая модель объяснить не могла. Миссия Юнона официально продлена до 2025 или до технического отказа, что произойдет раньше. После завершения активной фазы зонд будет намеренно направлен в атмосферу Юпитера и сгорит в ней, так же, как это сделал Галилео в 2003. Это стандартная процедура планетарной защиты. Нельзя допустить, чтобы аппарат случайно упал на один из спутников Юпитера и загрязнил его земными микроорганизмами, которые теоретически могли выжить внутри электроники. Следующий шаг уже определен. Миссия Jupiter Icy Moons Explorer Европейского космического агентства, запущенная в апреле 2023, достигнет системы Юпитера в 2031 и изучит 3 его крупных спутника — Ганимед, Каллисто и Европу. Под ледяной поверхностью Европы находится жидкий океан глубиной до 100 километров. Больше, чем все земные океаны вместе взятые. Именно там сейчас сосредоточено главное внимание астробиологов. Данные Юноны о магнитном поле Юпитера напрямую влияют на понимание того, какое воздействие это поле оказывает на Европу и насколько ее океан защищен от радиации. Финальный факт, который стоит запомнить, звучит так. Юпитер существует 4,5 миллиарда лет. Человечество наблюдает его в телескоп 400 лет. Первый зонд облетел его в 73-м. И только в 2016-м, через 43 года после первого пролета, у науки появился инструмент, чтобы начать понимать, что происходит внутри этой планеты. За 8 лет работы Юноны планетология узнала о Юпитере больше, чем за все предыдущие десятилетия наблюдений. Это не означает, что наука ошибалась и нельзя ей доверять. Это означает ровно обратное. Наука работает именно так. Строит модель на основе доступных данных, получает новые данные, ломает модель и строит лучшую. Юпитер не врал. Он просто ждал, пока у нас появятся достаточно хорошие инструменты, чтобы задать правильный вопрос. Теперь они есть. И вопросов стало больше, чем когда-либо.